Всем привет! Сегодня мы рассмотрим такую игру, как Squid NFT World, созданную популярной децентрализованной биржей Biswap. Ознакомимся с этим продуктом и в частности рассмотрим NFT активы, которые понадобятся нам для игры. Всем ребятам, которые только начинают свой путь в криптовалюте, либо совсем недавно начали свое знакомство с Play to Earn, этот ролик будет особенно полезен, так что не переключайтесь. Squid NFT World 2.0. Обзор игры и NFT коллекций. Итак, начнем с того, что такое вообще Squid NFT World. Это по большей части пассивная игра, которая разве что требует от вас сделать пару кликов раз в двое суток, просто чтобы зайти на свой уровень. Прибыль здесь возможна только благодаря тщательной продуманной экономике разработчиков, репутации платформы, ну и конечно же грамотной маркетинговой кампании. Для игры вам обязательно нужно приобрести NFT персонажей и NFT автобусы, которые понадобятся, чтобы размещать в них своих игроков и заходить в уровни. Давайте перейдем на сайт игры. Для этого настоятельно рекомендую вам перейти по реферальной ссылке в описании под этим видео, чтобы не упустить лучшую из возможных скидок на комиссии платформе, а именно 50% на все транзакции. Итак, после перехода на сайт и подключения вашего кошелька переходим во вкладку GameFi. Здесь в верхнем правом углу интерфейса жмем кнопку Market. После этого у вас открывается новая вкладка с NFT маркетплейсом проекта, на котором вы сможете приобрести тех самых персонажей, либо автобусы разных уровней в разном количестве для начала своей игры. Все персонажи будут иметь определенное количество энергии, и это является главным их показателем, так как вне зависимости от внешнего вида персонажа, возможностей у вас будет ровно столько, сколько энергии суммарно будет у ваших персонажей. Чтобы было понятней, к примеру, для входа на первый уровень игры вам потребуется суммарный уровень энергии равный 1000. Из-за особенностей сложившейся здесь экономики вам будет намного выгоднее приобрести двух персонажей с уровнем энергии 500, нежели приобретать одного персонажа с энергией 1000. Это касается и автобусов в том числе. Автобусы в игре отличаются только количеством игроков, которые они в себя вмещают. Это число варьируется от 1 до 4 и аналогично игрокам, куда выгоднее приобрести 2 одноместных автобуса, нежели приобретать один двухместный. Думаю, с этим все понятно. Тем не менее, рынок волатилен, и со временем вам может стать выгоднее другой вариант покупки NFT. Для этого нужно просто просмотреть NFT рынок игры и сравнить, какой вариант будет выгоднее. Также есть небольшой нюанс в том, что у каждого игрока по стандарту будет всего 2 слота для автобусов, поэтому бесконечно экономить на этом вам не удастся. На это можно определенным образом обойти. Вы всегда можете создать дополнительный аккаунт в игре, просто создав новый кошелек в MetaMask и подключив его к сайту. Но при этом вам нужно учитывать, чтобы получить доступ к игре, вам нужно отправить в Launch Pool 50 токенов BSV под 50% годовых. Чтобы это сделать, заходим на сайт биржи, далее жмем Launch Pool и выбираем вкладку Stake BSV. Здесь жмем Approve BSV. Затем, когда вы захотите уйти из проекта, вы свободно сможете забрать свои токены из стейкинга. Помимо этого, после первого месяца игры вам понадобится продлить контракты с вашими персонажами. Сделать это можно на 15 и на 30 дней. Судя по нашим расчетам, играя в первый уровень, вы отобьете свою инвестицию ровно за 1 месяц, что является более чем отличным результатом, учитывая то, что игра проходит практически полностью на пассиве. Как и говорил, все, что вам нужно будет делать, это раз в 2 суток заново заходить на уровень. Ну, а на этом ролик подходит к концу. Не забывайте подписываться на наш канал и включать уведомления, чтобы не пропускать подобного контента. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео, и пишите свое мнение о проекте в комментариях. Я с интересом их почитаю. Спасибо за просмотр, друзья. До скорых встреч!